Привет, друзья! Сегодня у нас замечательная задача из сборника Ященко, вариант 9, номер 17 для подготовки к ЕГЭ. Что дано? Дан треугольник АБС, известны его стороны, 6 корней из 5, 8 корней из 3 и 6. И проведен какой-то луч АЕ, отрезок БЕ такой, что БС – это биссектриса треугольника АБЕ. Это биссектриса. И вот требуется найти радиус окружности, вписанный в треугольник АБЕ. И вот эта задача имеет два пункта А и Б. И в пункте А, который, казалось бы, более простой, большинство школьников совершают логическую ошибку. Давайте посмотрим, какую. Думаю, будет интересно. Я вот специально дал условия задачи, крупно набранная. Дан треугольник АБС со сторонами известными. На стороне БС отметили точку D. Так, что BD к DC равно 1 к 2. То есть где-то вот здесь отметили точку D, так, что BD к DC равно 1 к 2. Легко понять, что BD 2, а DC 4. И вот нужно доказать в пункте А, что отрезок AD высота. То есть нужно доказать в пункте А, что AD будет высотой. Высота. А в пункте Б как раз найти R. И вот посмотрите, какая ошибка. Ученик предполагает, что АД – это высота, и говорит, тогда АБ в квадрате минус БД в квадрате равно АС в квадрате минус ДС в квадрате. И записывает это. Давайте проверим, говорит, 6 корней из 5 в квадрате минус 2 в квадрате будет ли равно 8 корней из 3 в квадрате минус 4 в квадрате. Оказывается, 180 минус 4 – 176, 192 минус 16 – 176, ура, все, сошлось, это выполняется, значит, АД высота. АД высота. И тут же получает минус 2 балла за этот пункт. Почему? Давайте разбираться. Вот если у нас есть некоторый треугольник, и в нем заведомо проведена высота, заведомо проведена. Но что такое, не могу попасть? Вот так. Тороплюсь немножко, потому что ролик длинный, прошу досмотреть до конца. Вот если стороны А и Б, а эти отрезки X и Y, то для высоты H справедливо. То есть если угол прямой, то отсюда следует. То есть если это высота, то H в квадрате из левого треугольника это А в квадрате минус X в квадрате, а для правого, естественно, b в квадрате минус y в квадрате. То есть, если угол прямой, то вот это выполняется. У нас обратная ситуация. У нас заранее известно, что а в квадрате минус x в квадрате равно b в квадрате минус y в квадрате. Вот мы это проверили. И нам нужно доказать, что отсюда как раз следует, что угол альфа 90 градусов. А такой теоремы в школьном курсе, в школьных учебниках нет. Это нужно доказывать. Как это доказать? Ну, давайте рассмотрим какой-нибудь несложный способ. Посмотрите, я скажу, что есть какой-то треугольник, и в нем проведен отрезок вот АД. Вот это 2, это 4, это D, это 6 корней из 5 и 8 корней из 3. Надо доказать, что D это высота. И я говорю, допустим, это не высота, то есть применяю метод от противного. Ну тогда есть же какая-то высота, вот мы ее и проведем и скажем, что вот это AD1 это и будет законная высота. Ну а теперь найдем BD1. Вот обозначим вот этот отрезок BD1T, а D1C, как часто делается, вообще говоря, 6 минус T. Это верно? Верно. Ну и для высоты, законной высоты, вот здесь мы показали, выполняется, конечно, что 6 корней из 5 в квадрате минус T в квадрате будет равно 8 корней из 3 в квадрате минус 6 минус t в квадрате. Ну да,
Получается 180 минус t в квадрате равно 192 минус 36 плюс 12t минус t в квадрате, взаимное уничтожение, 12t равно 24, и t равно 2. Все, то есть мы показали, что отрезок BD1 равен отрезку BD. То есть точка D совпадает с точкой D1. Ну, отсюда как раз и следует, что AD1 совпадает с AD, но поскольку AD1 законная высота, значит, это AD тоже высота. То есть, действительно, мы доказали это утверждение. Вот в пункте А многие и совершат эту ошибку. Напишите, совершили вы или нет. А сейчас пункт Б. Мы рассмотрим два способа решения пункта Б. Пункт Б очень простой. Чтобы найти радиус писаной окружности, удобно воспользоваться формулой S равно P на R, откуда R равно S делить на полупериметр P. Следовательно, нужно найти стороны этого треугольника. Нам АЕ сторона неизвестна и отрезок СЕ неизвестен. Здесь воспользуемся свойством биссектрисы треугольника. Биссектриса треугольника делит противоположную сторону на части, пропорциональные прилежащим сторонам. То есть BC относится к АБ, как СЕ относится к АЕ. Но BC относится к АБ, как 6 относится к 6 корней из 5. Получаем единицы на корень из 5, ну или x на x корней из 5. То есть легко понять, что если принять CE за x, то АЕ будет равно 8 корней x корней из 5. Это можно было, конечно, сразу сделать. Но теперь воспользуемся результатом пункта А. Вот это АД теперь высота. Вот этот отрезок БД равен 2, ДС равен 4. Мы легко найдем АД, то есть H, которая АД, мы легко найдем из левого прямоугольного треугольника. Это будет 6 корней из 5 в квадрате минус 2 в квадрате. 180 минус 4 – 176. А это будет 16 умножить на 11. Это будет 4 корней из 11. Ну все, мы нашли H. H 4 корней из 11. И теперь к треугольнику ADE мы применим теорему Пифагора. Получается, DE в квадрате – это x плюс 4. Получается x плюс 4 в квадрате плюс AD в квадрате, ну, напишу так, 4 корней из 11 в квадрате, должно быть равно AE в квадрате, то есть x корней из 5 в квадрате. Получается x в квадрате плюс 8x плюс 16 плюс, здесь было 176, да, равно 5х в квадрате. Все переношу в правую часть и получаю квадратное уравнение. 4х в квадрате минус 8х и минус 192 равно нулю. На 4 привожу уравнение. Минус 2х минус, по-моему, 48. Если на 4 разделить и по теореме Виета обратно, я получаю минус 6 и 8. Оказывается, х равно 8. Тогда третья сторона 8 корней из 5. Нам повезло, все три стороны найдены. Нижняя сторона вся будет 8 плюс 6, 14. 14. Ну и все, я здесь тогда продолжу. Это будет 1/2. Основание BE, которое 14, на высоту, которую мы нашли, 4 корней из 11, и делить на полупериметр. 6 плюс 8 – это 14 корней из 5, 7 корней из 5. И плюс половинка третьей стороны, плюс 7. Это полупериметр. Ну что тут сократится? 1/2 14 семерку даст, снизу 7 вынесется, сократится. И останется 4 корней из 11 сверху, а снизу корень из 5 плюс 1. Так,
Домножая на сопряженное знаменателю, получим 4 корней из 11 умножить на корень из 5 минус 1, а в знаменателе разность квадратов будет. Корень из 5 в квадрате 5, минус 1 в квадрате 1, 4. Сокращаем. Получается ответ на вопрос задачи красным жирным, я его напишу. Это будет корень из 55 минус корень из 11. Вот это ответ на вопрос задачи. Но здесь возникает вот такой вопрос, на который не могут дать ответа даже руководители этого экзамена, члены экзаменационных комиссий. Обязательно ли решать пункт Б с учетом пункта А? Или можно решать без учета пункта А? Напишите, как вы думаете, в правилах ЕГЭ это не написано. И посмотрите, способ 2 пункта Б. Как я могу решить иначе? Я могу x найти при помощи формулы биссектрисы. То есть формула биссектрисы такова: r в квадрате равно АБ минус А со значком С, Б со значком С, где А со значком С и Б со значком С – это части, на которые биссектриса делит третью сторону. То есть тогда у меня получается, что АС в квадрате равно АБ умножить на АЕ минус БС на СЕ. Смотрите, как интересно получается. АС в квадрате – это 8 корней из 3 в квадрате, АБ – это 6 корней из 5, АЕ – это 8 корней из 5, минус БС, которая 6 умножить на СЕ, которую мы нашли, оно 8. Получается, здесь 64 3 – это 192, равно здесь 48 умножить на 5 – 240. Да? Я что-то потерял где-то, да? Почему 6 на 8? 6 на х, мы же ищем х. Прошу прощения, тороплюсь. 6 умноженное на х. То есть я показываю, как х найти другим путем. Минус 6х. Вот отсюда получается, что 6х равно, сколько там, восьмерка и 40, 48. И тогда х будет равно 8. Вот я х нахожу другим путем, через формулу биссектрисы, которая есть, вообще говоря, в списке теорем, разрешенных к использованию. Ну, а дальнейшее решение совпадает. Вот это решение как раз и будет у нас давать ответ: корень из 55 минус корень из 11. Записываю крупно и красно, как всегда, ответ. Ответ на вопрос задачи. Наш радиус вписанной окружности равен корень из 55 минус корень из 11. Напишите, кто так решал, и что вы думаете по поводу связи пункта А и пункта Б. Спасибо, если досмотрели. До новых встреч. Всего хорошего. С вами был Валерий Казаков. Пока.